разные эксперты предлагают разные точки зрения относительно того, собственно, что является фундаментальным фактором, основным фактором в изменении цен на нефть. Доминирует так называемая рыночная точка зрения, то есть когда говорится о том, что нефть является обычным товаром и испытывает, соответственно, перепады спроса или предложений, в зависимости от этого формируется равновесная цена. Но к этой теории очень много вопросов, на самом деле. У меня два основных. Вопрос первый. А почему тогда, если мы говорим все время про нефть, и нам объясняют, там, вот Оксана там вспоминала про иранский фактор, об этом, думаю, мы тоже можем поговорить. Еще, если такие вопросы будут, там, якобы ожидания там, дополнительных поставок из Ирана толкают цены на нефть вниз. Когда, собственно, в прошлом году цена падала, нам тоже говорили, что их вниз толкает снятие санкций уже с Ирана, потому что вопрос же решился еще, когда атомный консенсус был достигнут по, собственно, иранской теме, было ясно, что эти санкции будут сняты. То есть тему Ирана нам уже продают дважды как объяснительную модель. А что там, или там сланцевая нефть в Соединенных Штатах, которая, кстати, достаточно нестабильно себя вела во втором полугодии 2014 года, или там фактор Саудовской Аравии. А на остальных-то сырьевых рынках тогда что происходит? Там на рынках алюминия, там, стали, кофе. Все сырьевые рынки сегодня падают. И тогда объясните мне, что там за сланцевое кофе у нас там, или какая Саудовская Аравия там на рынке алюминия действует. То есть в каждом из сырьевых рынков тогда мне нужна какая-то объяснительная модель, которую я не вижу. А поскольку падают все сырьевые рынки, может быть, тогда и идея эта и заключается в том, чтобы подумать, возможно, что причина изменений цен кроется не в ситуации на нефтяном рынке, а в каких-то общих моментах для всех сырьевых рынков, раз уж они себя ведут одинаково. И момент второй. Если мы возьмем январь 2016 года, цена на нефть действительно резко падала. А если мы возьмем январь 2015 года, она почему-то резко росла, там, на 30%. То есть удивительно. Мы что, на разных планетах жили в январе 2015 и январе 2016 годов? Что экономика была другой? Да нет. На самом деле ситуация была очень похожей. И говорить о том, что там сейчас мир абсолютно изменился за год с точки зрения структуры спроса или предложения, я бы, например, не стал таких выводов делать. Однако рынок ведет себя совершенно по-разному. Это означает, что на самом деле далеко не только рыночные факторы влияют на цены. Я всегда указывал на монетарные факторы, и прежде всего сейчас на растущий курс американского доллара. На мой взгляд, это и есть основная и фундаментальная причина того, что происходит в целом на сырьевых рынках, потому что деньги уходят с сырьевых рынков и переводятся в кэш, потому что доллар становится очень ликвидным активом. Это сознательная политика Федеральной резервной системы. Там, кому хочется в этом видеть заговор, пожалуйста, кому не хочется, видите только монетарное решение, но последствия достаточно очевидны. Вот если мы посмотрим на Россию, Казахстан, Азербайджан по добыче нефти в прошлом году, ну, на самом деле, с точки зрения добычи, мы этот год прошли неплохо. Ну, Россия чуть лучше, у нас добыча выросла по нефти, единственная из этих трех стран, но опять же у нас там 534 миллиона с хвостиком было, рост был не такой большой. В Азербайджане, в Казахстане было падение добычи, но опять же в пределах, что называется, стат погрешности. В Азербайджане чуть более процента, в Казахстане порядка 2%. Казахстан добыл 66 миллионов тонн, Азербайджан 41 с небольшим. То есть в этом плане ситуация относительно стабильна.